Проходите, милости прошу. Господи, кума, ну какое ж тут беспокойство? Да проходите, прошу вас. Да ну уж, какая там куколка. Вот принарядила, чтобы люди не засмеяли. Лелица! Лелица, если вы не зайдете, я же ведь обижусь. Ведь на всю жизнь ведь обижусь. День добрый этому дому! Ай, отец, вы же не приходите в дом, как все люди. Вы точно снег на голову валитесь. Сколько раз приходите, столько раз и пугаете меня. Вот Василуса, это тебе от меня. Выпросил пенсию за будущий месяц. Хотел к ним еще бутылочку прикупить. Но уж больно дорогие. Ай, отец, ну зачем же вы тратите? Ну только заведется у вас копейка, сразу ее спускаете. Будто лень носить в кармане. А это обычай такой. Если у кого заведется своя косомария, должен обязательно что-нибудь принести. Ну хоть пустячок какой-нибудь. Косомария, она как ребенок. Что не принеси, она всему будет рада. Будет помнить и ждать. Красиво я ее убрала, отец. Это тоже обычай. Каждый человек должен иметь свою косомарию. А это не дом для жилья, это похитрее будет. Дом ведь для жилья везде домом называется. А косомария это большой дом. Еще дед мой сказывал, что в те времена, когда имел, то отдавал чем-то горьким. И лачуг-то было больше, чем домов. Каждый настоящий человек имел свое косомарие. Ну, это такой уголок в лачуге, который хозяйка по-особенному украшала, присматривала за своим ребенком и называла косомарией. Отец, а вы так и не хотите меня похвалить? Великое дело иметь свое косомарие. Здесь хозяйка бережет свои лучшие песни, хозяин свои шутки. Так берегу, чтобы всегда под рукой были. Сюда приходит Новый год и кладет детишкам подарки в башмачки. Здесь празднуются праздники, свадьбы, крестины. А иногда просто придешь сюда отдохнуть, вот только переступишь порог, и сразу жить кажется милее. И ты кажешься себе и моложе, и умнее, чем ты есть на самом деле. Василий, нет ли у тебя крупицы воска? Зачем? Ну, хоть чуть-чуть. Держи, отец. А это зачем, отец? Это для того, чтобы если гости захотят уйти, подойдут к порогу, поскользнутся и еще останутся посидеть. Вижу, дочка, что и ты выбилась в люди. Хлеб у тебя есть? Есть, отец. Вы нас с детства все пугали, что будет нам худо, если не научимся хлеб беречь. Я и насобирала хлеба. А соль? И соль. А вода? А на днях почистила колодец. Такая вода набежала, что целый день в поле берегу жажду, лишь бы вечером дома напиться. А спички? Бедный отец, нет у него своих забот, так он о других печалится. Налью-ка я тебе стаканчик, раз уж пошла. Об обычае. Тетушка! Тетушка, я пришла попрощаться. Тут-то мне вчера во сне привиделось, что вся эта передняя стенка обвалилась. Одна эта стенка обвалилась. Передняя стенка 4 стоит. Прощайте. Прощайте, не забывайте меня никогда, а я уж вас никогда не забуду. Куда это дитё собралось, а? Должно быть, едет в город покупать новое платье. Какое там платье, тетушка? Ну, когда у девушки нету счастья, то и все платья, которые носят, ты же несчастный. Ну, так, может быть, ты обиделась на это село и решила перебраться в другое? Решила покончить с собой. Что ж, и это старый обычай. Когда нет даже соломинки, чтобы ухватиться, так даже другого выхода нет.
Никакого выхода нету, тетушка. Я застрелюсь. Стреляться глупо, лучше отравиться. А чем бы мне таким отравиться, тетушка? Уксусом. А разве можно уксусом отравиться? Милое дело. Недавно рассказывали, отравилась девчушка, вроде бы твоих лет. Выпила 100 грамм настойки, даже губы не успела обтереть. Почему не успела? Руки были на том свете. Базиоза, а вино твое язык щипит. А так ничего, забирает. Тетушка, а вы будете причитать, когда меня хоронить-то будут? Господи, Софийка. И ты еще спрашиваешь. Да все село закаменеет, когда я стану причитать. Ты же ведь выросла в моем доме. Ты мне все равно, что доченька родная. Так вы по мне хорошенько причитайте. Рифмовано. Тетушка, а вы знаете, почему я решила отравиться? Из-за любви. Из-за любви. Подумать, только из-за любви человек погибает. Хотя из-за любви многие покончили с собой. Важно только, чтобы сама эта любовь, из-за которой погибаешь, была большая, настоящая. Большая была любовь. Тетушка забрался ко мне в самое сердце, так что и не передохнуть, и не одуматься. Ну так и чего ж вы расстались? А мы не расставались. А что ж тогда на тебя напало? Он гуляет с другими девушками. Господи, Софийка, и только и всего? И из-за этого, чтобы погибала молодая девушка в расцвете лет? Базиоза, я вот тебе не говорил. Года 2 назад я собрался было жениться. Ну, скучно одному, не с кем поговорить, некого послушать. И уже даже было старушку нашел. И договорился с ней. Ну и от чего не женились? Да. Пришли ребята, провели радио. Целый день поет, рассказывает. А как же старушка-то осталась? Она тоже тебе радио провела. Софийка, а ты хоть ему сказала или намекнула, что тебе не нравится, когда он гуляет с другими девушками? Как же скажешь. Не успеем встретиться, он уже сыпет шуточками. Изверг, шутить с девушкой, когда она, бедняжка, еле дышит. Плохо твое дело, сестра Софийка. Ой, плохо, тетушка. Ну не было бы так плохо, но решила бы я покончить с собой. Вот всякому либо пожить. Хотелось бы и мне. Да вот не суждено. Постоянно гуляю с какими-то девушками. А на днях тетя Гафита сказала, что у меня ночевал дома. А где ночевал, неизвестно. Так это что ж, повылаки? Лаки. Тогда дрянь твое дело, девка. Мужик нужен этой самой Косомаре. При мужике-то она ластится, веселится. Мужик это крыша. Это основа дома. Где бы мне достать уксуса? Тетушка, у вас нету? В доме нет, но я достану. Послушай, Софийка, а чего это ты вбила в голову этого повылаки? Будто не знаешь, сколько девок в нашем селе убивается за ней? Ничего я себе не вбивала. А если хотите знать, то еще в прошлом году, когда узнала, какие они небылицы ходят, то сказала себе: берегись, Софийка, береги свою головушку, не то горе тебе. Всегда его стороной обходила, нарочно на него не смотрела. Вот умру и даже не знаю, какого цвета у него глаза. Ну вот это Чёрный. глупость. Или карий. Вот это глупость. Умереть навсегда, умереть навеки и даже не знать, какого цвета глаза у парня, из-за которого погибаешь. Да я бы неделю, я бы месяц, я бы целый год бы ходила за ним, лишь бы наглядеться в его глаза. Тетушка, ну будто вы не знаете, что повелаки постоянно в дороге. Уезжает спекулирует, черт знает куда ж, в Западную Украину. И не приезжает, как будто на своих плечах носят эти бревна. Приезжает же он время от времени. Ну, приезжает, а толку-то? Начинает гулять со всякими кралями. Вот я сижу и думаю, чего это нынешняя молодежь так быстро взрослеет, а? Ну и что надумали, от чего? Да вот от того, что с малых лет покупают им лесопеты. Еще ножками не умеет переворачиваться, уже у него своя машина. Уже пользуется тем, что другие выдумали. Тетушка, так я пойду? Вереницу играют. Послушай, Софийка, а что ты скажешь, если я приглашу повылаки сюда? Так он же не придет. Приглашу его посмотреть, как я убрала эту Косомаре. Он ведь доски мне привозил, чтобы я полы настелила. Не придет. А кроме того, в эту субботу именины моего Ориона, а до его ухода в армию повылаки всегда приходил к нему на именины. Они ведь дружили. Прийти мне в эту субботу?
Вот тебе на, Софийка. Ну для чего же я стану его приглашать? Только знаешь что, Софийка, приди-ка ты ко мне красивая. Такая красивая, какой тебя еще никто никогда не видел. Ну, прийти-то, конечно, я приду, только вот столько мама дала, больше нет. Мать тебя не обидела. Но только знаешь что? Добавь к этому чуть, немного так, незаметно совсем. И будет вообще хорошо. Это мне? Тетушка, спасибо. Счастливого пути! И да, если я передумаю, я еще раз приду попрощаться. Всего хорошего. Послушайте, отец, а вы же мне так и не сказали, нравится ли вам моя Косомария. Знаешь, Веселуса, заклей-ка ты окна бумагой, чтобы мухи не залетали. Небольшую дверь запри накрепко. Входить через малую. Береги все в чистоте. Вот вернется Орион со службы, и будет у него самая красивая Косомария. А? Погодите, отец, не спешите. А почему вы не говорите о том, что есть еще один старый обычай? Почему не говорите, что когда человек уберет свою Косомарию, он приглашает гостей, приглашает их, чтобы отдохнуть с ним и повеселиться, чтобы посмотреть, сколько народу уместится за столом, сколько песен пройдет через окна, и сколько плясок выдержит полы. И когда веселье на исходе, то выходит хозяйка и танцует переницу. Хорошо бы тебе пригласить гостей, повеселиться, а вот не судьба. Прошел твой Андрейка всю войну, а до Берлина так и не дошел. Убили беднягу, и осталась ты вдовой. Но ведь я своими руками, вот этими руками убрала Косомарию, я хочу станцевать мне переницу. Ну ты же знаешь, люди сейчас такие умные, такие зоркие. Стоит только в девушке чуть-чуть поскользнуться, уже все. Иначе ее называют. Отец, ну я хочу станцевать переницу. Ну хоть бы сын твой был дома, тогда конечно. Отец, ну неужели же вы так постарели, что не можете пожалеть меня? Я хочу станцевать переницу. Веселуца, не приглашай меня садиться, мне некогда. Зайдешь в правление, там тебе премия выписана. Я ее уже получила. То была за табак, а теперь за свеклу выписали. Только не говори никому, а то меня баба заклюет. Для ленивого нет больше обеда, чем когда премии не дадут. Да погоди ты с премией, Петра. Ты был на фронте вместе с моим мужем. В один день вас обоих ранила. Одна и та же сестра перевязывала вас. Вот В одном госпитале стонали. скажи мне, в одном госпитале стонали. Да вот скажи, убрала я Косомарию? И хочу пригласить гостей станцевать переницу. Могу ли я, Петра, станцевать переницу? Веселуца, я тебе не говорил. Перед самой смертью он написал письмо. Просил передать в руки. Большое было письмо, но из госпиталя в госпиталь потерял. Я читал это письмо, Веселуца, было насчет того самого. Насчет танцев. Ну и что он писал? Было там написано так. Человек не может перенести ни горя, ни радости. Нужно всем поделиться. А люди добры, они возьмут. Живи, как тебе хочется. Дурой будешь, если не станцуешь. А ты хоть помнишь переницу? Забыла. Но я ночь не посплю. Сама себе буду петь, сама буду вспоминать. И черт меня подери, если я не станцую переницу вот здесь, на этом самом месте.